Неужели скоро листинг Bloom? Да ладно! Сегодня были опубликованы критерии airdropа. При этом даже на этом этапе умудрились побрить огромное количество обычных пользователей. Давайте разбираться, что не так с этими критериями. Поехали! Всем привет, меня зовут Сергей Гирба, вы на канале CryptoGirba, и сегодня мы разберемся с Bloom в очередной раз. Посмотрим, как даже на этапе критериев побрили обычных работяг. Надеюсь, вы смотрели мой предыдущий ролик о Bloom и ни в коем случае не торговали на мемпаде. Надеюсь, это уберегло многих людей от потерь. Но все же этот проект доведем до конца, посмотрим, какой нам дроп насыпет. И насыпет ли его вообще. Потому что, судя по критериям, многие будут в пролете. Там еще появился roadmap, но он нам не так интересен, только когда листинг интересно. Ну и посмотрим сейчас, какие же критерии. Итак, 3 критерия. Первый критерий – это 100 тысяч Bloom поинтов. Ну, здесь, я думаю, практически у каждого есть, кто играл в эту игру. С самого начала мы заходили, нафармили эти поинты. С этим, думаю, проблем особо нет. Второй критерий уже более сложный. Это 750 мемпоинтов или Proof of Activity. То есть, если вы 10 раз отправили по 0,1 тонн, то вам зачтется этот Proof of Activity. Но у них там все глючит. Я один раз как-то отправил. Не знаю, засчиталось или нет. Нигде сейчас посмотреть это не могу, к сожалению. Там это нигде не отображается. И второе, это, конечно, мемпоинты. Я вам говорил, ни в коем случае не нужно торговать было мемами на Блуме. Там просто скам на скаме. Вот. Но для того, чтобы получить дроп, нужно минималку. Эту минималку для дропа можно получить очень быстро. Сейчас попозже расскажу. Ну а третий критерий – это то, что нужно минимум 2 реферала. Да, вы не ослышались, то есть нужны реально 2 реферала для того, чтобы получить дроп. То есть представьте лицо человека, который целый год чекинился, играл в эти игры, потом появился мемпад, он начал лудить, накрутил эти мемпоинты, у него куча этих мемпоинтов, куча блумпоинтов, то есть такой прям труп пользователей этого приложения. Но ему нужно 2 друга, а он их не пригласил. А почему? Потому что все вот и так залетели в Bloom. В принципе, уже некого приглашать в Bloom, потому что все так или иначе каким-то образом туда залетели. И если человек никого не звал, то у него 0 рефералов. Ну, может, одного друга позвал. И все, получается, он побрит. То есть ему не будет дроп, даже если у него там миллиард этих поинтов. И это просто ужасно. То есть самых лояльных пользователей, но у которых нет рефералов, их тоже побреют. Напишите в комменты, вы являетесь таким пользователем? Есть у вас рефералы? Успели вы нафармить? Или вы вот так вот попали и все, вам дропа не видать? Ну окей, допустим, у вас есть 2 реферала, у вас есть 100 тысяч блумпоинтов или больше, но вам не хватает мемпоинтов для дропа. Как их быстро получить? Я ставлю ссылку в описании, в закрепе на трейдинг-бота Блума. На него переходите, и там у вас есть Solana кошелек. На Solana кошелек, то есть когда нажимаете старт, там у вас будет адрес кошелька. Соответственно, на него вы можете закинуть 0.13 Solana, то есть примерно где-то 13-15 долларов нужно закинуть. И дальше вам нужно будет купить USDT. То есть мы не будем никакими мемами торговать, то есть чисто USDT. При этом нужно сделать настройку, чтобы слипидж поставить, например, 1%, ну так на всякий случай, и указать, что вы хотите купить на 0.1 сол. Соответственно, вы нажимаете, подтверждаете, у вас появляется уже объем этот, в принципе, 10 долларов, эти заветные 750 мемпоинтов у вас появятся. Ну и обратно можно также в Solana конвертнуть. То есть можно продать USDT, все, что есть, ну и потом вывести с этого кошелька все средства. Соответственно, таким простым действием 10 долларов туда-сюда прогнать, и вот у вас 1500 мемпоинтов. Все, вы подходите под критерий дропа. И не нужно ничего там крутить, лудить, никаких там мемы запускать, все это не нужно. Итак, какой у меня прогресс по Блуму? Если так посмотреть, то у меня 24 миллиона этих блум-поинтов, 1500 мем-поинтов, я так вот Solana в USDT прогнал, и 792 реферала. Если посмотреть в лидерборд по блумпоинтам, то я где-то на 800 месте. Ну и когда же будет листинг? А листинг будет весной. То есть, скорее всего, где-то в конце мая, может быть, они подсуетятся и выпустят эту монету. Наверняка они там еще кучу раз всех по пути перебреют,
наверняка будет как-то учитываться и еще какие-нибудь условия будут выдуманы, придуманы, то есть чтобы максимально вообще всех перебрить, всех сделать недовольными, и может только те фермы, которые они там сами настроили, получат этот дроп и насладятся этим успехом. А остальные, ну, ничего не получат. Ну, а кто-то вообще уже в убытках на этих мемах наторговал, поэтому никакой дроп тут уже и не поможет. Я думаю, что мне на такой вот мой аккаунт насыпят где-то долларов 20. То есть вот это оптимистичный прогноз. 20 долларов там за 20 миллионов блумпоинтов. Вот скорее всего так оно и будет. Ну посмотрим. Ну что, по критериям прошлись. Показал инструкцию, как быстренько получить эти мемпоинты для дропа. Ну а так, смотрите, у меня есть на канале гайд по Apex. Это более нормальная активность в крипте. То есть там нужно покрутить объем и получить дроп. Как это было в Аркхаме, есть еще полно подобных проектов типа Hyperliquid. Гайд очень подробный, и это не ТМА. ТМА в телеге они уже все там, всех перебрили, всех кидают, то есть уже нет смысла особо в какие-то новые заходить, ничего хорошего из этого все равно не выходит. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой YouTube канал, следите за обновлениями. Желаю вам всем профита и до новых встреч!